Добрый день, друзья! Сегодня хотелось бы рассказать немножко о вязке арматуры, чем вязать, как вязать быстрее, медленней. Способов приколюх на самом деле достаточно много. Назовем наш пучок с арматурой патроны. Патроны из вязальной проволоки. Снимай руки сейчас, да? Что делаем? В таком положении, да, я могу любую арматурину, любую взять, допустим, перчатка чуть неудобно, это как в презервативе. Тоже есть в этом нюанс, скорость. То бишь, да, кончиком пальцев я могу взять любую проволочку из данной группы. Если работаю в перчатках, да, я беру только крайне, либо выступающие, либо те, которые мне удобны. Также, да, чтобы они, вот эти хлысты, все были у нас, когда при нарезке, были все прямые. Если они у нас, да, перепутанные, берем носиком крючка, их расчесываем, я не знаю. Все, делаем такого плана, чтобы, опять же, это всего лишь скорость, все влияет на скорость. Если времени вагон, да, никуда не торопитесь, можно вязать как хотите, что хотите и чем хотите. Но для нас важна скорость. Снимаем руки, Сергей Андреевич. Все, у меня патроны заряжены, да, пистолет у меня имеется, не автоматический, а ручной. Все, далее я беру вот просто пучок, взял пучок и выполняю 3 простых движения. У меня усы, как видите, сейчас разжаты. Я беру, назовем это попкой, сжимаю попку, сжимаю головку, у меня арматурина получается вот такого состояния. Опять же, да, почему до такого состояния? Опять же, всего лишь скорость. Дальше, да, когда я сделал эти 2 движения, я беру, загибаю носик, кончик, какой должен он быть длины. Все зависит от диаметра арматуры, точнее от диаметра 2 хлыстов, которые будем между собой связывать. Если у нас там 36-я, 40-я, там 28-я какая-то арматура, уже, да, более серьезная, мы берем, там, огибаем носик порядка 3-4 сантиметров. Да, как бы после 2-3 узлов станет все понятно. Зачем отгибается данный носик? Во-первых, отсюда снимаем, полететь будет. Во-первых, да, мы сделали носик, мы сразу поддеваем вот под арматурину. Нормально видно? Поддели под арматурину, дальше берем сразу крючочек носиком. Все, то бишь мы, если мы оставляем хлыст, да, прямой, давайте здесь же прямой, нам надо опускать, загибать, еще что-то, да. Допустим, здесь на верхнем слое вязки, здесь как бы параллельно можно не загибать его вообще до фени. Если мы монтируем первый слой сетки без стульчиков, данный метод нам просто необходим, так как у нас арматура лежит на поляне. Мы приподнимаем арматурину, да, тем же крючочком и подсовываем арматурину. Если мы ее подсунем плашмя, то бишь мы ее не сможем там, да, подцепить. Здесь покажу. Если мы так, то нам здесь придется там, опять же, назовем это словом, дрочиться. Вот. Если мы сделаем, да, небольшой уголочек, то мы подсунули под сеточку, под арматуру, под стержни, и он же здесь торчит. Здесь мы его спокойно, легко подцепляем. Далее, давайте здесь я сделал эти 3 простых движения, завожу за арматуру. Вот, завел, у меня практически в плоскости стоит с хлыстом. Далее я беру небольшую, делаю натяжечку, пару там, я не знаю. Все, дальше я вот, еще момент, ушко проволоки я одеваю на кончик крючка, не вот так, на кончик, либо вот на середину. Для чего? Если я одену вот сюда, вот, я начинаю вот там накручивать, там еще, у меня будет очень проблематично вытащить крючок. Так как у меня крючок заточен под все каверзные и некаверзные моменты, я могу даже его там и до пятки насадить. Бывают просто крючки, когда у них носик еще более как закруглен. Допустим, при таком захвате и ушка нам надо будет рукой, еще что-то, какие делать лишние движения.
Поэтому, ну, как, мы одеваем на край носика, ну, крайней мере. Вот еще раз. Раз, чуть-чуть я натянул, натяжечку сделал, завел, поднес. И сразу делаю вязку. Раз. Все. Оборот 2, ну, самый оптимальный, да, оборот 2. Если мы делаем носику проволоки там более положенного, да, вот допустим, вот как сейчас, вот я его подтянул, у меня уже от арматуры на расстояние 2-2,5 сантиметра, и я начинаю там дрочить, раз, два, три, там, ну вот в 4 как бы обороту укладываюсь, но все равно это лишний дрочь, лишние трудозатраты, назовем это так, ну либо вот такой вообще самый ходовой на ютубе, как бы сказать, способ. Берем вообще и начинаем там укрутить, вертеть, там еще что-то, там уже все. Повторюсь, самый оптимальный берем сантиметры, да, в зависимости от диаметра арматуры. Сделали натяжечку, завели, раз, оборот. Ну, даже здесь оборота нет, 1,5. Патроны готовы, пистолет заряжен. Я встал в позу. Все, поехали. 3 движения, раз, подтянули, 2 оборота. Вот, лишний дроть не получилось. Ну, думаю, на этом достаточно. Еще повторюсь, да, снимаем патрон, раз, сжимаем попку, головку. И когда головку сжали, сразу же вот, не в таком положении, да, а вот так вот получается. То бишь ушком не на себя, а вертикально, то бишь, да, вот он смотрит, ушком сюда. Для чего? Чтобы, ну, опять же, для... Вот мы поддели, ушко уже здесь. Опять же, да, чуть-чуть сделали натяжечку, накинули, 2 оборотика на месте. Ну да, в зависимости уже от навыка, от ловкости, там, число оборотов больше, меньше. Мы вяжем, ну, гораздо больше квадрат, то бишь, вот, повторюсь, отступаем 2 ячейки по диагонали и вяжем следующую диагональ. То бишь у нас узелок получается здесь через 4 клетки, здесь через 3. Ну и сами посмотрите, да, вот допустим, арматура у нас, по сути, да, если ее там не пинать, не ломать, она у нас никуда не девается в плане жесткости. Ну, можно ее там, конечно, не спорю, завязать, как полагается, в шахматном порядке. Но она будет чуточку жестче, да, ну, суть-то одна и та же.